Что бы вы делали, если бы вы были в очень большом кризисе? Например, когда у вас уходят близкие из жизни, когда от вас все отворачиваются, когда у вас миллиардные долги, когда на вас заводят судебные дела, когда вас никто не верит. И знаете, это очень тяжелое состояние кризиса. Некоторые люди, возможно, даже могут в таком состоянии, когда все это наваливается, даже наложить на себя руки. То есть суицидальные мысли. Потому что это состояние крайне тяжелое. Даже когда на вас еще даже сверху во всем этом, потом еще на вашу жизнь покушаются. И такой человек есть. И этот человек Дональд Трамп. Сегодня в этом видео мы с вами разберемся, как кризисы не просто переживать, а как кризисы использовать как трамплин для жизни. Поэтому в этом видео мы конкретно разберем методологию Дональда Трампа. Давайте посмотрим на Дональда Трампа с точки зрения именно его взросления, в какой семье он родился. Мы привыкли видеть и смотреть на таких людей, что они добились всего с нуля, добились всего сами. Мы любим видеть историю Золушки, так называемые self-made истории. Но Дональда Трампа история не такая простая, в том плане, что он родился в зажиточной семье, в богатой семье, в семье действительно предпринимателя Фреда Трампа. Но это был жесткий человек. И, наверное, вы не дадите соврать, родиться в богатой семье не равно успех, потому что когда ты рождаешься сразу в таких условиях, ты можешь пойти по наклону, ты можешь скуриться, обрести там большие зависимости, и потом все свое наследство, все, что у тебя там есть, пойти по наклонной там, и попасть в какую-то очень неприятную ситуацию. И на самом деле его ситуация действительно наглядная. С детства отец в какой-то степени ставил его в положение конкуренции с его собственным братом. Причем брат был старше его. И отец воспитывал в определенных тисках. То есть он от них очень многого требовал. И в таких обстоятельствах его старший брат решил, вот знаете, в некой степени, то есть он не понимал, что делать, когда ты ребенок, ты не понимаешь, что делать, его старший брат решил сепарироваться очень таким жестким образом. Он сказал: я не буду таким, как ты. То есть он не стал в его игру играть и решил делать по-своему. То есть он решил отучиться на пилота, стал пилотом, за что отец его всю жизнь упрекал. Каждый раз, когда они сидели за столом, он над ним смеялся. А вот Дональд Трамп решил играть иначе. Он решил своему отцу подыгрывать, слушаться во всем, но не дать сломить свою волю. Кстати, это очень важный аспект во время формирования, потому что когда у вас такой тиранический, жесткий отец, есть там вероятность того, что он может ребенка просто-напросто сломать. Когда он его сломает, человек, наоборот, вырастет супер бесхребетным, да, то есть он пойдет по абсолютно другому пути. А здесь Дональд, он в какой-то степени, может, чувствовал, тем не менее, он ему подыгрывал, а где-то он его слушал. Таким образом, он там отучился, поступил в военную академию с 13 лет. И когда Дональд, вот здесь вот внимательно, приходил там, то есть как ребенок, да, хотел обрести поддержку своего отца, хотел чем-то пожаловаться, отец ему жестко и настоятельно говорил: никогда не жалуйся, будь сильным, никогда не будь слабым. Человек родился в такой обстановке, когда вот эти установки он в себе просто съел, как будто бы, так скажем, на завтрак. И надо еще смотреть следующий контекст. Раз он поступил в военную академию, у него была такая жесткая дисциплина. Причем еще в таком возрасте, когда все это формировалось, то есть формировался, по сути, корсет его личности в 13 лет. Таким образом, дальше он решил продолжить наследие отца. Отец, естественно, немножко дал ему такие сырые проекты, ему приходилось там заниматься как-то на затворках, но он хотел пробиться. Хотя у него есть, конечно, стартовая точка, но ему нужно выгрызть вот этот успех. И он родился и рос в тот период, когда зарождалась вот эта американская мечта. То есть он стал вот этим олицетворением американской мечты. И в дальнейшем развитие его судьбы уже шло именно от этого.
Второй кризис заключается в том, что на него смотрят только через призму «ты там, сын богатого отца». То есть это такое клише, от которого очень не просто отмыться. В этот момент времени он принимает решение вступить в определенный бизнес-клуб. И его в этот бизнес-клуб берут. Но его берут просто потому, что действительно, заручившись статусом отца, потому что его отец был известный застройщик, известный предприниматель. И здесь вот происходит определенный переломный момент в его жизни, да, его как бы никто не признает, но в какой-то степени он был очень наблюдательным, да, он очень наблюдательно смотрел на людей, проанализировал всех их и понимает, что там есть люди, с которым ему нужно иметь дело. И в один момент его судьба сталкивает с наставником. Это был известный адвокат, и тот стал его наставником. И Дональд попросил, то есть попросил его о помощи, сказал: помоги мне с этим, с тем разобраться. И наставник начал ему помогать. То есть на тот момент на самом деле в компании Трампа уже были определенные проблемы, также в кризисы, там какие-то юридические дела нужно было как-то выправить. И Дональд начал брать на себя ответственность, брать ответственность за свою судьбу, понимать, что все-таки от него все зависит, начал выстраивать какие-то определенные отношения. И наставник его научил именно. Он сказал, что коммуникация и отношения с людьми – это самое главное. И Дональд этот урок усвоил. Следующий кризис, с которым он столкнулся, когда в него никто не верит. То есть он решил строить какие-то огромные проекты. Трамп Тауэр, никто в него не верит, ему там приходилось биться, выбивать деньги. И отцу тоже не нравилось, да, порой. Но на самом деле, то есть двоякий момент. Отцу, с одной стороны, не нравилось, но с другой стороны, он и не был против. И, собственно говоря, он взял это в работу и начал строить. То есть и никто в это не верил. Представляете, он каким-то уникальным образом выбирался из этих кризисов, когда в него никто не верил. Против него бастовали люди, что на себя он берет деньги бюджетные где-то. То есть какие-то вещи он начал делать, которые не бились в порядок в обычного человека. И самое интересное, он решил эту башню назвать Трамп. И у него спросили: вообще, это очень, так скажем, эгоистично, почему ты называешь башню в свою честь? Он сказал: я так хочу. А почему бы и нет? То есть и здесь мы видим, да, что вот эта его уверенность в себе, она формировалась, она тренировалась. И даже вот в этот кризис, когда никто в тебя не верит, необходимо поверить в самого себя. И у него это получалось. Он реализовал этот проект. Но что происходило дальше? Он вступил в новый кризис. Он попал, вот, исходя из своих амбиций, он очень много застраивался, там, после первой башни пошла вторая, у него пошли очень большие миллиардные кризисы, то есть он действительно начал понимать, что там в какой-то степени где-то мыльный пузырь, и этот пузырь где-то начал лопаться, его начали упрекать инвесторы, люди, очень большое количество слухов, критики, и здесь снова против него все настроились. На каждом этапе жизни он постоянно сталкивается с кризисом и постоянно его решает. Вместо этого он выбирает такое, знаете, проактивное решение. Он смотрит на кризисы теперь вот с точки зрения того, что ему уделяет большое количество внимания, и он это внимание начинает аккумулировать в положительном русле. Что он делает? Он начинает ходить на ток-шоу, говорит, что это просто временные трудности, это все решаемо. В конечном итоге потом он, конечно же, признается, что когда он там видит дворника, там есть интересная фраза, что он видит дворника и говорит, что даже этот дворник богаче меня сейчас, потому что у него тогда были миллиардные долги. Но он действительно это внимание смог саккумулировать именно в положительном русле, что люди за ним наблюдали, люди ему верили, потому что он так был уверен в себе, он никак не впадал в состояние жертвы, он постоянно был уверен в себе. И несмотря на всю критику, несмотря на весь буллинг, хейт, отмену, он всегда излучал в себе уверенность о том, что он знает выход. Вероятно, что он, там, исходя из своего опыта, конечно же, этого полностью знать не мог, но из-за того, что он был уверен в себе, у него это получалось. И в какой-то момент, благодаря своему наставнику, начала развиваться вот эта коммуникация, то, что он начал выбираться из очень сложных дел. И стоит упомянуть, что у него был еще один наставник, это проповедник, то есть он ходил в церковь, и там был один проповедник, ему очень сильно понравились его речи.
Стоит отметить, что когда этот проповедник делал свои речи, весь зал там был, просто смотрел на него так с восхищением и где-то даже плакал. Трампа это очень сильно, знаете, очень сильно удивило. Поэтому в какой-то момент времени Трамп еще, он, кстати, очень много читает. Это тоже надо отметить, очень много читает. Он прочитал однажды книгу про ораторство, плюс в совокупе с этим его еще одним таким неким наставником-проповедником, он очень грамотно научился выступать. Поэтому каждый раз, когда ему уделяли большое количество внимания, он ходил на ТВ-шоу, однажды даже создал свое собственное шоу. Он очень грамотно, очень простыми фразами умеет разговаривать, что все слои населения его понимают. Он умеет правильно выстраивать имидж вокруг себя. Поэтому он начал вызывать доверие. То есть было такое очень популярное шоу, когда он отбирал молодые таланты в себе в компанию и иногда принимал очень жесткие решения. То есть здесь мы постоянно видим, что каждый кризис его закалял, каждый кризис делал его сильнее. То есть, понимаете, он каждый раз начал смотреть на кризис как на возможность. В какой-то момент времени есть очень знаменитый фильм «Один дома». Им захотели снять его Тауэре, да, вот эта башня Трампа. Он сказал: вы это можете сделать только при одном условии, если в одном фрагменте снимусь я. Он всегда все пытался превратить в сделку. Таким образом, он впоследствии даже написал книгу, которая стала бестселлером абсолютным: «Искусство заключать сделки». То есть, смотрите, основные его компоненты, да, следующие, что он действительно всегда опирался на коммуникацию, налаживание с людьми, на сделки, то есть такой делец, смотрел на кризисы как на возможности. И в одном из шоу у него просто в шуточку, так знаете, спросили: не хотели бы вы когда-нибудь стать президентом США? Он сказал: почему бы и нет. Вы сказали, что если будете участвовать в президентских выборах, то победите. Думаю, у меня неплохие шансы. И тогда все на него смотрели как на некого шута, который просто берет на себя слишком много, в него никто не верит абсолютным образом, да, что везде пытаются посмеяться над его такой, знаете, самоуверенностью, что он много себе позволяет, но именно это постоянно его и продвигало. Но в конечном итоге он это голосование выигрывает за счет своей коммуникации, за счет того, что он умеет правильно аккумулировать внимание таким интересным образом. Он использует все рычаги, социальные сети, лозунги, причем лозунги такие, которые действительно понимают все слои населения, потому что его речи очень простые, они односложные, и он каждый раз одно и то же повторяет по несколько раз: мы победим, мы непременно победим, мы непременно победим. И здесь мы видим следующий кризис. В какой-то момент времени ему объявляют импичмент. Причем, то есть он всегда себя ведет аудиозно, да, как только он вступил в первый раз в должность президента, его, по сути, уже... То есть он встал и он сказал: я буду отбираться сразу второй раз. То есть он всегда ломал шаблоны, всегда ломал рамки. То есть он, знаете, всегда, вот есть какая-то устоявшаяся парадигма, он всегда настолько был уверен в себе, что он эту парадигму мог сломать, то есть привычных вещей. И людям, естественно, это нравится. Людям вообще нравятся уверенные люди. И здесь мы видим, что он сразу это объявил, но в какой-то момент времени ему объявляют импичмент, причем это было 2 раза. Первый раз у них не получилось, второй раз у них получилось. Причем это сделали с таким треском, с таким позором, даже тогда, когда он уже, в принципе, должен был уйти. За несколько месяцев ему объявляют импичмент и его снимают. Он уже пережил кризисы, как мы видим, да, жестокого отца. Да. Потом еще я забыл упомянуть то, что у него в этих всех трениях у него, по сути, его старший брат не выдерживает из-за его жестокого отца, и его старший брат умирает. Он сталкивается с этим проблемой, потом его наставник, адвокат, тоже умирает. По сути, он теряет очень много близких людей. Помимо того, что у него жестокий отец, потом умирают его близкие. Потом в него никто не верит. Затем миллиардные кризисы, да, когда у него миллиардные долги, очень большие долги. То есть он все это выдерживает, проходит. И этот кризис он использует как трамплин, наоборот, как взлет, как ресурс. Он на это смотрит как на некую игру, и у него это прекрасно получается. И вот наступил еще один большой кризис, только уже, знаете, на уровне государства, когда его отменяют, на него там, по сути, ставят клише отмены полностью за то, что он такой плохой, за то, что он там против женщин, за то, что он такой сексист, за то, что он такой резкий, против мигрантов. И против него даже заводят судебные дела. И самого высокого состояния, когда ты президент страны,
по сути, тебя хотят упечь в тюрьму, тебя хотят посадить. Действительно, вот это еще раз доказывает, что вот в таких ситуациях человек практически может пойти на крайние меры. Это очень тяжелое состояние. Но Трамп и здесь проявляет свою собранность, свою состоятельность, свою уверенность. И через эти кризисы проходя, он проходит и приходит ко второму президентству. Причем парадокс заключается в том, что те люди, которые должны, по сути, голосовать против него, голосуют за него, потому что он всегда подбирает такие нужные слова, умеет быть в нужное время, в нужном месте. То есть это действительно много о чем о нем говорит. Умеет заручиться поддержкой нужных людей, и в конечном итоге он стал президентом во второй раз. Причем мы видим, что даже на его жизнь покушаются. То есть это тоже кризис, да, понимаете? То есть когда тебе грозит, по сути, уже тебя хотят убить. Это тоже кризис. И этот кризис, он тоже проходит. Смотрите, мы можем относиться к его политике, к его политической фигуре как угодно. То есть в этом нет проблем. Мы смотрим сейчас только через призму именно методологии. И мы видим, что у него есть такие установки, очень твердые, которые работают. Потому что мы сейчас живем в максимально хаотичном мире, когда мы в кризисе можем оказаться в абсолютно любой ситуации. Пандемия, войны, кризисы, землетрясения, падение самолетов. Очень много чего происходит. Потери близких, когда мы свою работу можем потерять. То есть каждый человек может оказаться в таких вот больших каких-то долгах, больших обстоятельствах, каких-то сложных потерях, разрывах. Но здесь вот Дональд Трамп, он позволяет себе действительно какие-то вещи рушить. Мы видим, что вот была встреча, например, там, президента Украины и президента США, вот Дональда Трампа в овальном кабинете, и мы видим, что действительно он может даже нарушать какие-то вещи с точки зрения дипломатии, какие-то нормы, но ему всегда это сходит с рук, потому что в нем есть вот эта некая уверенность, жесткая рука, и людям это нравится. Чему можем поучиться? Первое, это действительно, да, надо понимать, что даже если ты там родился в богатой семье, там, даже если вам судьба как-то поворачивается лицом, необходимо держать руку на пульсе, необходимо брать на себя ответственность. Второе, если на тебя обстоятельства давят, например, как его отец поначалу, необходимо не идти против него, как его старший брат, полностью напролом, да, и ломать себе лоб, когда у тебя недостаточно ресурсов. Необходимо немножко ему подыграть. И здесь мы видим, что в какой-то момент времени даже отец уже начал даже где-то сопутствовать своему сыну, где-то даже помогать. Хотя поначалу он был даже очень недоволен его какими-то очень решениями, когда он на себя начал очень много брать. То есть второе, да, когда против тебя все оборачиваются, когда у тебя очень большие долги, вот он человек очень фактичный. То есть он не бежит, не прячет голову как-то страусом. Да, он верит в какие-то некоторые вещи, такие иррациональные, что он обязательно выберется. Порой даже очень сложно сохранять надежду, но у него получается. Но при этом он всегда держит руку на пульсе, и он не теряется, он не вкатывается, не спускается в состояние жертвы. Он держит себя в руках, и в этот период времени, помимо того, что он держит себя в руках, он ищет пути выхода. Как можно сделать так, чтобы привлечь какие-то ресурсы? Условно, если есть кризис, надо делать, не подавать духом, не падать духом, надо договориться с своими кредиторами, надо договориться со своими там задолжниками, надо со всеми договориться и наоборот, саккумулировать это внимание. Следующее, да, когда против него действительно оборачиваются все, когда у него есть кризис и долги, когда против него все, он грамотно умеет выстраивать свою коммуникацию, он грамотно умеет коммуницировать, грамотно умеет выстраивать свою речь для того, чтобы затронуть такие, знаете, потаенные души, какие-то боли. То есть он знает какие-то боли людей, он знает, он чувствует, он держит руку на пульсе, он держит руку на ветру, он знает, ага, сейчас примерно у людей такие настроения, то есть, и этот человек действительно умеет заключать сделки. Он знает, что необходимо, как правильно выстроить речь, чтобы она действительно дошла до людей. То есть и у него это прекрасно получается. Поэтому его выбирают. Как бы к нему как ни относились, но его выбирают.
значит, он что-таки все-таки знает, и человек действительно, то есть как любой к нему как угодно может относиться, но человек действительно многого добился и пережил очень большое количество кризисов. И он доказал, что действительно кризисы, они могут сделать тебя сильнее, они могут сделать тебя лучше, поэтому я знаю, что каждый человек в какой-то период времени может сталкиваться с теми или иными кризисами, поэтому посмотрите вот на этом примере, как можно на них смотреть с точки зрения ресурса, с точки зрения пользы для себя. И у Дональда это прекрасно получается. Также хочется отметить, что человек действительно, знаете, в какой-то степени, можно сказать, старых взглядов, потому что если смотреть, да, что от него можно ожидать, от него можно очень многого ожидать, потому что он очень фактичный, и в этом плане он делец, то есть он предприниматель, и он знает, что все должно опираться на сделки. И даже когда вот из последних встреч, например, с президентом Зеленским, его провоцировали, он понимал, что не надо вестись на провокации, ему необходим результат. Он действительно может относиться там, к Владимиру Владимировичу каким-то определенным образом, там, может согласен с этим быть, может нет, но он не поддается на провокации, потому что он в уме помнит о главном. У него самая главная задача – результат. Соответственно, он мыслит с точки зрения своего результата. Поэтому в рамках своего результата он не поддается провокациям, он ведет себя очень уверенно, он себя ровно держит на публике. Он в первую очередь делец. Для того, чтобы заключить сделку, тебе как бы необходимо со всеми сторонами быть таких, не сказать, что в хороших отношениях, а в неплохих уж точно. Потому что для того, чтобы заключить себе сделку, тебе необходимо ни в коем образом кого-то как-то не унижать, если он видит в этом какой-то долгосрочный ресурс. Давайте я еще раз резюмирую, что можно взять у Дональда Трампа, когда вы в кризисах. Первое, обязательно берите ответственность на себя. Первое, обязательно необходимо взять на себя ответственность за все. Даже если у вас есть миллиардные бизнесы, даже если у вас есть богатая семья, или наоборот, вы в каком-то большом кризисе, вам нужно все с нуля начинать. Первое, что необходимо сделать, это в любом случае взять на себя ответственность. Второе, заручиться поддержкой наставников. У него были наставники, у него было немало наставников по всей его жизни. И он охотно просил помощи у них, и они ему помогали. Они его продвигали и закладывали определенный фундамент, который ему помогает по сей день. Следующее, третье. Когда ты сталкиваешься с кризисом, смотри на кризис не как на кризис, чтобы впасть в жертву, а смотри на него именно с холодной головой и даже в какой-то степени смотри на это как на возможность. Не как на проблему, а как на возможность сделать и улучшить свое каким-то образом состояние. Четвертое. Всегда быть уверен в себе. Знаешь, что у тебя есть большой потенциал, который необходимо реализовать. Никогда не поддавайся на провокации, когда тебя хотят принизить, когда тебя хотят унизить и так далее. Последнее, что можно сказать. Постоянно двигайся, то есть никогда не сдавайся. Мы видим, что даже когда в него стреляли, он поднял руку и сделал очень такую, знаете, можно сказать, великую историческую фотографию. Я считаю, что это стало вот ситуацией ключевой, почему он выиграл и вторые выборы свои. Друзья, обязательно пишите в комментариях, что у вас откликнулось, какие у вас есть мысли, какие есть инсайты, что вы для себя возьмете, что можете прокомментировать. Мы здесь все сняли одним кадром, поэтому я надеюсь, что вам это видео понравилось. Обязательно подписывайтесь. Это рубрика «Коуч объясняет». Здесь будет множество разборов. Обязательно переходите на канал, смотрите, здесь есть множество разборов. Сядь на стул, коуч объясняет. Здесь будет много чего интересного. Также есть влоги с Iron Man. То есть помимо того, что я коуч-психолог, помимо этого я живу свою жизнь, достигаю чего-то. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и ждите следующих роликов. До встречи!